Привет, с вами Маша Рябинина. Это очень странное и с другой стороны пугающее видео из всех, которые я когда-либо делала. Конверты, загадочный человек, видео, фото моего дома. Но обо всем этом по порядку. В ВК мне написал некий Роман Виноградов. Наш диалог начался со странной фразы. Он мне пишет: «Привет, я знаю, где ты живешь». Почему-то я сразу подумала, что это троллинг или какая-то шутка, но дальше мне стало не по себе. Он скинул мне фото местности, где я часто бываю, когда иду в магазин. Я притворилась, что мне эти места не знакомы. Мало ли что у него в голове. Дальше он мне кидает уже видео и фото моего дома. Это тот самый момент мое сердце просто забилось чаще. Знать, где я живу, только ограниченный круг людей, и вряд ли они бы стали так шутить. Я опять же делаю вид, что мне смешно, но на самом деле это жутко. Стало очень страшно. Окей, предположим, этот человек действительно мог знать, где я живу. Может, ему кто-то сказал, но хотя это вообще маловероятно. Или же в интернете нашел адрес. Опять же, я никогда не фоткала свой дом и старалась снимать видео около него. Еще я обратила внимание на то, что все фото и видео черно-белые. Тоже еще одна странность. Я, конечно, не строю конспирологических теорий, но это максимально все необъяснимо и не очевидно, как может показаться на первый взгляд. А что было дальше, это действительно уже было не смешно. Но сохраним интригу. Тут он уже переходит на оскорбление. Честно сказать, я всякого ожидала, но что он, возможно, даже знает мой этаж и квартиру. Я, наверное, вообще не стала снимать про это видео, но ситуация стала выходить из-под контроля. Представьте себе на моем месте. Часто ли вам пишут левые люди в интернете, присылают фото-видео вашего дома и потом еще говорят про этаж и квартиру? Я попросила у него фото, чтобы он скинул. Конечно же, я понимала, что он не скинет. Я просто хотела понизить градус общения и соскочить с разговора. Он написал очень забавную и интересную фразу, чтобы я удалила канал и весь контент на нем. Неужели все ради этого затевалось? Бред какой-то, полный. Что человек тратит усилия на все это ради того, чтобы я удалила канал? Мог бы что-нибудь поинтереснее придумать. Я еще раз попросила фото скинуть. В ответ на это он кидает мне фото моего подъезда и фасада дома. Я ему продолжила телегу задвигать по поводу фото его, но в ответ же я получила все те же фотографии дома, только уже в разных ракурсах. Тут я уже пошутила, чтобы он купил мне воды. Это он проигнорировал и который раз, но стал снова заваливать меня фотками. Возле моего дома есть парк, и как раз он там ходил. Я зашла на его аккаунт. Он, конечно, много о нем не расскажет, информации нет, черная аватарка, закрытый аккаунт, в статусе точки стоят, город фейковый. Я пробила этот аккаунт, когда он был зарегистрирован. Кстати, создан он был очень давно, 8 декабря 2017 года, что наталкивает на мысль, что, скорее всего, аккаунт просто был куплен и немного переделан под себя. Никаких упоминаний в интернете тоже нет о нем. То есть нигде он не фигурировал. Ни комментариев, ни постов и даже лайков нет на записях. Иначе все это уже было в интернете. Кстати, да, если вы не знали, любые ваши действия в сети это кэшируются. И создается ваш след. Даже если аккаунт был удален, но хоть что-то останется. А тут совершенно обратная ситуация. Пустой аккаунт. Пустыш. Как получилось, что он создан давно, но нет о нем информации, остается для меня загадкой. На этом можно было бы закончить рассказ, но нет. Буквально через 2 дня после всей этой переписки я нашла странные конверты у себя под дверью. На них было написано мое имя, а внутри записка «Удали канал». Я до сих пор на момент монтажа этого видео не могу понять, что это было и смысл этой затеи. Напугать? Или же панику навести? Да, вполне может быть. У него или у нее это получилось.
Я очень надеюсь, что продолжения этой истории не будет, и письма больше приходить не станут. Если что, буду держать вас в курсе всей этой истории. Кстати, в Инстаграм закину пару фоток. И да, если вы не подписаны на мой Инстаграм, то можете подписаться. Ссылка в описании, как и на все соцсети. С вами была Маша Рябинина. Будьте осторожны, когда общаетесь в интернете. Пока.